Альсоны мы планировали выпустить осенью 2020 года, но, как можно заметить, этот год совершенно не предназначен ни для музыки, ни для выступлений, ни для репетиций, поэтому выпускать альбом в этот год мы не хотим. Мы будем выпускать альбом очень скоро, но в 2021 году. Бесспорно, костюмы у Альсоны будут новые, мы над этим очень активно работаем, но этот процесс оказался немного длиннее, чем мы ожидали, потому что каждый костюм он обязательно должен характеризовать каждого участника, и поэтому мы хотим создать что-то такое, чтобы объединяло нас, но и при этом выражало каждую личность отдельно. Поэтому обязательно костюмы будут, и стиль мы продумываем, и обязательно. Будущий альбом Альсоны, который выпустится в 2021 году, будет полностью англоязычным. Но, учитывая пожелания всех, кто нам пишет, а пишут нам немало с просьбой о том, ну выпустите уже на русском языке что-нибудь, мы, конечно же, выпустим песни, которые будут на русском языке, уже есть одна песня в разработке, поэтому обязательно, но в альбоме русскоязычных песен не будет. Наша группа обязательно приедет в Москву и Питер, обязательно, но, скорее всего, это будет тогда, когда мы будем выступать в поддержку нашего нового альбома. Да, мы очень хотим приехать, я вообще никогда не была в Питере, поэтому я буду первой, кто скажет, да, мы едем в Питер обязательно. Наташа, я думаю, ответить на этот вопрос. Так, название мы вам сейчас не скажем, это небольшой секрет на самом деле. Песни будут очень энергичные, интересные, драйвовые и позитивные. Так что я думаю, это и несет смысл композиции. Так что ждите. Новый музыкальный клип, он уже снят, он уже смонтирован, он уже ждет своего слушателя, но мы ждем, пока мы выпустим альбом. Могу предположить, Скорее всего, сентябрь-октябрь. В этом так. Вот так. В общем, клип снят, там я лично его сама очень жду, потому что он для меня особенный. Почему, знаете, попозже, это секрет. Да, поэтому я думаю, что очень скоро. И, кстати, мы сейчас тоже находимся на съемке, правда, клипа, который тоже скоро выйдет. Провокационный вопрос, Наташа, ответить на него. Спасибо. Мы за ЗОЖ, но... Лично я люблю вино. Могу предположить, что ребята предпочитают пиво. Ну, я могу тоже за себя сказать, что на самом деле, если касается выступлений, то об алкоголе даже речи идти не может, потому что сцена, музыка и алкоголь немножечко несовместимы, особенно когда ты артист. Вот так. Премия Грэмми тогда, когда группа будет делать больше, чем она может, я думаю, правда? Не надо решать. Не нам решать, да. Может быть, когда-нибудь. Но можно сказать так, что лично меня этот вопрос преследует с самого детства. Меня уже с каждого угла спрашивают, а когда на Евровидении? Ну, к сожалению, чем старше я становлюсь, тем меньше я хочу быть там и участвовать в этом. Но если страна решит, что Альсона должна, правда, представить, тогда, пожалуйста, мы всегда рады, всегда открыты. Но мы считаем, что у нас есть очень много над чем работать, и много выступлений и всего, поэтому время покажет. Ну, мы очевидно, да, что мы встречаемся, да, конечно же, пандемия, безусловно, повлияла на нашу концертную деятельность, потому что, увы, мы не можем никуда выезжать пока, это небезопасно и выступать, конечно, но, честно говоря, для нас даже эта пандемия, с одной стороны, сыграла на руку, потому что мы сейчас очень активно и тщательно записываем наш альбом, у нас для этого есть много времени, мы дома, мы записываем, мы обязательно, скажем так, выпустим качественный продукт, поэтому, конечно же, это не самые приятные времена для нашей группы, потому что мы не часто встречаемся для репетиций, мы в основном записываем альбом, но, скажем так, в любом минусе можно найти свои плюсы. Вокальная разминка – это, конечно, очень интересное понятие, я его никогда не использую и, в принципе, не использую понятие распевания вообще, потому что
Я для себя давно решила, что свой голос перед концертами или перед репетициями я не раскрываю, а настраиваю. В зависимости от того, что вы поете. То есть, если вы идете на сцену с рок-композициями, вам обязательно нужно пройтись по всему диапазону. Я могу продемонстрировать, если кому-то интересно, но я думаю, что в личке пишите, я вам все расскажу. Ну, самое, скажем так, популярное упражнение, которое, я уверена, должен знать не только артист, но и педагог, это, конечно, сглаживание регистров. Это когда человек мычит прям просто, вот если ребята, не знаю, слышали или нет, за сценой всегда. Если даже я с такси выбегаю, понимаю, что через 5 минут нам надо быть на сцене в нормальном образе, в нормальном виде, я даже бежав с такси, да, я бегу и мычу, потому что в этот момент мой голос начинает работать, как-никак. Ни в коем случае не занимайтесь там криком, ором, потому что это никогда не приведет к тому, чего вы хотите услышать на сцене. Всегда настройка закрытым ртом, это для меня это самый большой спасательный друг. От самого низкого диапазона, самого низкого звука к самому высокому, какому можно. И просто как Сирия догоняешь, и, честно говоря, даже когда у тебя нет времени нормально распеться перед долгим концертом, это даже поможет. В любом случае ты уже готов. Ну да, что есть ответ на этот вопрос? Да, без любви. Вот так, вот без любви, безусловно. В моем случае, скажем так, я немножечко опущу все такие вещи бытийские, житейские, про, скажем так, про родителей, там, друзей, про здоровье, про дружбу, да. Обязательно это все должно быть, но лично для меня, я уже давно с этим определилась, моя жизнь имеет смысл без деятельности. Без деятельности, которая ведет меня к цели, и без музыки, которая меня окружает. Если вокруг меня нет музыкантов, если вокруг меня нет музыки, если вокруг меня нет деятельности, концертной, неважно, записывающей альбом или еще что-то, то, мне кажется, тогда я начинаю пропадать как человек. То есть, если ты уже топчешь эту землю, то делай это для чего-то, с пользой. Музыку слушаю много и разную. Я не могу сказать, что мне нравится один стиль. Нет. Я такой фанат красивой мелодии, фанат красивого вокала, и если мне действительно западет вокалист или вокалистка, я пойму, что там не то, что фирма, там качество, там профессионализм, там уровень, я буду слушать, даже если это попсовая песня или это джаз, неважно, что это. То есть если есть качество, я всегда, мое ухо, скажем так, оно очень восприимчиво к голосу, поэтому инструментальную музыку я редко слушаю, я слушаю больше вокальную музыку. И скажу так, что вот даже при записи альбома, мне кажется, вот наш бас-гитарист не даст мне соврать, я постоянно беру откуда-то какие-то кусочки, я понимаю, что вот это какое-то, вот это как, потому что это все равно влияет на тебя. Что бы ты не слушал, ты понимаешь, что вот я могу лучше или наоборот, я могу взять вот какое-то, вот тогда это будет красиво. Ну, это нужно развивать свой слух, и я стараюсь это делать именно вокальными композициями. Все, спасибо. Спасибо большое.